минут 15 назад проснулся, лежал что-то, дождь накрапывал, сейчас перестал. Ну, кровопийцы сидят, ждут моего выхода. Мало сколько. Как же хорошо было первые дни, когда их не было. А сейчас их просто немеренное количество. Давайте улетать отсюда. Вон, полетели. Даже неохота выходить. Ну да, дождь накрапывал, потому что вон какая туча там. Ну тогда надо собираться, конечно. Ну, относительно вроде нормально. Да, кровопийцы. Сейчас их напускают, тогда точно соберусь. Вылечу из палатки. Небо непонятное. Оно как бы и дождливое, как бы и нет. И вот попробуй пойми, будет дождь, не будет. У нас на пробу сегодня про запас. Конечно, мы его в запас не будем отправлять, а будем использовать прямо сейчас. Тоже что-то рублей 180 стоило. Так. Ну, да, похоже, хорошая. Ну, разогрев покажет. Сюда ее прямо. Ну все, ждем. Хо-хо-хо, полезла наверх сразу. Блин, это надо контролировать. Ну куда ты вылазишь? Там воздух или что она так спенивается? Тут хотя бы вон мясо похоже. Ну реально, вон жилки, все дела. Ну ничего, такая на вкус пойдет. С гречкой-то, конечно, пойдет. Ну что, пробуем? Что это у нас тут за говядина такая тушеная? Вот такой вот кусочек мяса. Ну и что на вкус? Вкусно? Угу. Блин, только скушал все, чай налил и дождь пошел. Ой, как не вовремя. Ну ладно, что, в палатку залазить. Будем пить чай из палатки. Да, и вот так вот каждый раз. Целый рой залетел. И вот так вот ложусь под этой подушкой. Пошире открываю палатку. Ну, они же сейчас все на улице будут. Меня там будут доканывать. Вот так их раз туда. Ну и реально, практически все улетают. Ну вот. Практически все ушли. Ну, сейчас я их все равно довыгоняю. Но все равно часть остается. Сейчас они все на улице будут меня кусать. Ну все, говорим спасибо этому месту. Преимущество этого места, конечно, то, что не надо из дебри вылазить. Раз и сразу уже почти на асфальте.
вот и новый день, новый путь, новые виды. Наконец-то выбрался из этого логова комаров. А ничего, к вечеру опять к ним приедем. Комаров сейчас просто немерено, ну вообще. Ну ведь, видимо, сейчас у них сезон размножения, вот их так очень много прямо. Ну, летом, ну, в июне, в июле, там, в июле особенно их, ну нету их столько. Летают, но не так, что ж прямо стеной. Да, когда, ну, гречку доел, ну и стал дождик накрапывать. А так что-то там пару капель упало и все прекратилось. В общем, я чай допил, печеньки доел, да и начал собираться. В общем, вот так вот утро и прошло. Так, а время сейчас 8:48. Это по моему, по уральскому. Значит, 10:48 время. Ну, вчера я вроде где-то так же примерно выехал. 10:48. Ну, конечно, надо бы пораньше пытаться вставать. Хотя бы на часик. Тогда можно еще больше проезжать. И так пойдет. Это лучше, чем вообще где-то в час, в два выезжать. Ну что, в путь. Что там, Барабинск? Вроде впереди должен быть еще. Километров, может, через 40-50. 21,5 градусов. Ну, реально прямо тепло. Намного теплее, чем вчера. Наверное, надо футболку одевать. Солнце в облаках. А если солнца не будет в облаках, то вообще жарить будет. Ну, в общем, сейчас проедусь, посмотрю, почувствую температуру. Если что, оденем футболку, это недолго. А вот и деревушка, возле которой ночевал. Тебис. Ну да, я думаю, футболку надо одевать. А то реально, ну тепло. Солнца нету особо. А солнце выйдет, так еще жарче будет. Ну, я по интернету посмотрел. Сегодня пик температуры 25 градусов будет. В общем, шикарно. Самое то. Наконец-то тепло начинается. Это все 20-15 градусов. Да, в футболке другое дело ехать. Не жарко. Вообще комфортно. Кстати, наконец-то до меня дошло, как заряд на телефоне сохранять нужно. Надо просто авиарежим включать и все. Потому что если даже интернет включаешь, ну вот эти палочки связи, да есть там уровень сигнала, она тоже постоянно ловит, и из-за этого тоже аккумулятор садится. Телефон-то старый, ему уж сколько лет, 5, наверное. У меня этот Samsung A51. В общем, авиарежим включаешь, и я уже второй день с ним еду так. Почти не садится нисколечко. А тут, наверное, самая большая табличка. Пожелание счастливого пути. Ну, может, даже, возможно, одна из самых красивых. Подарочку так сделано все. Герб сверху вон. Это у нас Барабинский район. Барабинск, значит, скоро. Че, вертолет, давай на перегонки. Опять обогнал меня. Тут заборчики пошли.
Значит, живность всякая бегает. Ну, это забор от этого, от диких животных, скорее всего. От чего еще-то? Значит, скоро болото закончится. Ну, болотистая местность. Ну что, часа 2,5, может 3. Будем в Барабинске. Решил съехать. Ну что, 20-очку проехали. Можно остановиться, отдохнуть. Ну, то задним на озерко вот это посмотреть. Такое озерко. На горизонте появилась какая-то деревушка. Названия пока не было. Я вот так вот сейчас еду и прямо запах воды. Будто какое-то озеро, что ли, здесь. Такой большой, когда водоем там или река. Вот запах такой прям. Ну это деревуха Успенцево. Что мы вот видели. И еще и Керзинская налево. Где-то там. Так, остановочка есть, это хорошо. Бобик мчится по делам своим с мигалкой. Ах, вот оно озеро. Я походу вот реально учуял запах вот этого озера, поди. Ну да, так пахнет прямо водой. Волна даже есть. Что-то здесь фур накопилось. Ну, правильно, что? Обеды. Что время? 10:42, 10, 11, 12. Час по местному уже. Все на обеды встают. Ну, а мы просто отдохнем, встанем. Может, 30-очку сделал, наверное, где-то. Можно и перерывчик сделать. Не, действительно, архитектура остановки поменялась. Сейчас такое вот окно есть. Тогда в прошлый раз я видел, я думал, просто сломали, типа. А нет, и здесь также. Панорамное окошко. Да вот захочешь купаться же, особо не подлезешь к этому озеру. Травы-то сколько. А мы тут бананчиком балуемся. С видом на такое озеро. Горочка. Хоть и небольшая, но хоть горочка. А то вчера я смотрел, что-то 65 метров набор высоты. Один плоскач был. А тут вон горочка пошла. Ну что, тут 3 метра наберем высоты. Ну и местность уже должна скоро поменяться. До Новосибирска-то все меньше и меньше километров. Если верить этой табличке, 321 до Новосибирска. Но им тоже особо не стоит верить, они разнятся. Одна одно показывает, другая другое. И вот так вот чередуются. Какая-нибудь, да, одна из них по-любому точно показывает. Что это он на газели по обочине едет? Что ему на дороге не едется? О, озера пошли. Озера — это хорошо, это лучше, чем болото.
Впереди две фуры Делко. Оранжевая и белая. Остановились отдохнуть, видимо. А здесь удобрения сыпят. На поля потом его. Шубинское и Квашиное. А я просто Квашино. Чуть ли не просто Квашино. А тут еще направо какая-то бухта лазурная. Это что там за бухта? Ну, куда можно позвонить, если дождь идет? Сказать, отменяйте дождь, хватит лить. Сколько можно? Так, полиция 15 километров. Нам туда не надо. Дизель 76 тут стоит. Охренеть. Ой, чё, блин? 76. Самый дешевый там 69 видел. Да, цены. Чем дальше на восток, тем дороже, наверное. Сдвинск направо. И Барабинск. Так, надо бы карту посмотреть, где заезжать лучше. Барабинск. Отсюда. Или в каком-нибудь другом месте. Да, за Двинска далеко двигать. Вот это уже Барабинск виднеется. Можно и здесь заезжать. Ну, можно там дальше проехать. Но мы с того заезда, который дальше впереди, будем выезжать. Вот здесь вот так вот. Туда вниз. Время 12:10. Как свернули на Барабинск. Ну, то бишь по местному 2:10. Вот и посмотрим, через сколько вернемся обратно на трассу. Я думаю, через час. Пока туда и сюда время пролетит незаметно. Дорога до Барабинска шикарная. Новая. Ну и по той, которой вначале ехали, тоже хорошая. Видимо, здесь участок был не очень, заменили. В общем, шикардос, одним словом. Мне надо льняное масло. Это желательно в Магнит заехать. Колбасу я хочу сегодня взять. Поеду на колбасе. Да, и все, в принципе. Да, воду еще надо, конечно. Без этого никуда. Ну и может там газировочки, что-нибудь такое. Надо до магазина доехать. Там уже и видно будет. А то задумаешь, что надо. В голову внесешь. Потом посмотришь одно, второе, третье. И лишнего понаберешь. И опять на косарь. Я рассчитывал хотя бы 500 в день тратить. Но в этом путешествии, походу, так не получится. Цены подросли. Если я, когда в 23-м году путешествовал, в Казахстан гонял, в принципе, я укладывался 500 в день. А сейчас нифига. Где-то 700-800 уходит. А тут на вид садовые участки пошли. Это тоже что такое? Будто бы просто свой огород и какой-то сарайчик огорожен. Ой, красота какая. Цветет все. Белизна просто. Ой, вот это вообще красиво. Пятиэтажки пошли, трехэтажки. Ну что, я думаю, надо карту доставать, смотреть, куда ехать до магаза-то. Что эту карту доставать? Вон там слева вроде пятерочка. Ну, крыша такая типичная для пятерки. Давай туда съездим, недалеко. Прямо такая местность интересная. И гаражи, садовые участки, тут же люди огороды свои, вон. Коттеджи.
такая. О, отель 54. Ну да, вон впереди, кажется, пятерочка. Так, ну вот справа это похоже на школу. Ну да, вот школяры идут. Школяры с учебы идут. И пятерочку нашли. Тогда магнит надо. Ну ладно, если что, и в пятерочке можно закупиться. Плов. Лагман плюс плов 229 рублей. Ну, это микроволновки надо разогревать, конечно, если только. Чего набрал? Вот все вот этого набрал на 817 рублей. Ну да, льняное масло дорогое. Вот такое льняное масло. Но оно, конечно, отличается от той, где была, ну, где я брал в Магните. Да, домик-то почти развалился, вон, 31-й. Весь в трещинах. Да, такой колорит. Пятиэтажка, там более какие-то современные, вон там дальше дома. Тут частный сектор. А вот что я забыл взять? Это я воду забыл взять. Че, я думаю, может у местных спросить колонку где-нибудь. И из колонки набрать. Тоже в магазин неохота возвращаться, 5-литровую брать. Да, наверное, сегодня будет квест у нас найти воду бесплатно. Подсказали, колоночка где-то прямо рядом есть. Сейчас будем ее искать. Ага, вот эта колонка. Понял. А так и не заметишь. Какой-то специфический привкус, но все равно лучше, чем из болота набирать. Пойдет. Ну что, все, план максимум выполнен. Даже в Барабинск-то по сути не заезжали, так заехали в пятерочку. Вот это хорошо, что прямо на въезде пятерочка стояла. Так много времени потеряли, да еще и воду нашли бесплатно. Ну даже в принципе вот отсюда видно трассу. О, там вдалеке. Сейчас прямо. Потом направо поворачиваем. И на трассу заедем. Вот и посмотрим, сколько времени ушло. Бакмасиха. Ну, я так понял, сейчас мы на нее заворачиваем. А вот и трасса. Итого время 1:24. А мы заезжали было 2:10. Короче, 1:14 потратили. Ну вот, Барабинск заезжать. Ну, это в разы меньше, чем вчера, когда в Татарск заезжал. Ох, там времени потратил дофига. А здесь что, час с небольшим. Нормалек пойдет. Ну все, выкатываем. Вот она трасса. Ой, как раз вообще просто шикарно. Еще и машин нету. Как надо. Таскай его. И снова Бакмасиха. Да, прикольное название, конечно. Туда асфальт даже идет такой матерый. 700 метров до шалаша. Очередная заправка, но точно не Газпром. И на Вагутово. Аж целых 3 километра. Ну вон, видать его. Ланта какая-то. Чуть ли не Атланта. А еще какие-то китайские номера. Или фура вся непонятная. Ну, короче, иностранцы ездят.
Тридцатку шпарим. Ветер безумный. А если бы я туда ехал, это была бы жесть. Ладно, я еду туда. Сейчас дорога налево поворачивает, потом она резко направо поворачивает. И вот так вот и едем. Кубинская впереди, чуть ли не кубинская. Но букву К добавить, вон с каргата взять, наверх поставить, кубинская будет. Вот ветер деревья гнет. Вот сейчас боковой ветер дует. Уже не так приятно. Потому что дорога повернула направо. О, сосенки молодые. Это явно кто-то посадил. Видимо, для разнообразия. Издалека это мусорку напоминало. А это вон, глазок стоит, снимает. В этой камере, которая вон стоит, по ходу дела аккумулятор вот внизу стоит. Ну, больше и нечем ей питаться. И вот антенка видно сверху. Просто откуда она еще возьмет электричество? Там такая коробка, там может там большущий аккумулятор. И что на эту камеру может, не так уж и много энергии надо. Решил тормознуть здесь. Ну реально, что-то, блин, ни свороток, ни остановок, ничего. А сегодня солнце-то так, ну, хорошо припекает. Она уже весь волдырями покрылся. Блин, нельзя, наверное, так было делать. Ну ничего, у меня на руках так же было. Они вон все полопались потом, и как бы, ну, рукам надо все равно начинать загорать. И пускай через боль, да и пофиг. Вытерпим, не впервой. Ну, хоть сколько проехал-то? 90 проехали, ну неплохо. Очень даже нехило. Я вот колу вот здесь держу, чтобы, ну, типа это место быстрого доступа. Она никуда не девается. И не надо в сумки залазить. Хорошая нычка такая вон. Колу попьем. Вот такой контраст. Да. Че это? Неужели речка? Какая речка, ни таблички, ничего не было. Дороги никакой нету под мостом, под этим. А нет, есть какая-то дорога. Так вот реально. Плоскач кругом, плоскость, равнина. Речек вообще нету. Я уже сколько дней еду, нету речек. Ну, вот Бомский, да, Иртыш, там вот, ну, это большая река. Кругом болото и озера только, и все. Речек вообще давно не было. Да, как-то я уж и соскучился о речках. Охота речек посмотреть. Ну, хотя бы на речку можно под мост спуститься и искупаться, там постираться, отдохнуть и всякое прочее. Конечно, можно и вот на таком озере это все сделать. Ну, надо же к этому озеру подойти. А кругом вот эта трава всякая высокая. Ну, такое себе, короче.
Кафе Брудер. У нас тут новый райончик. Куйбышевский. А были мы в Арабинском районе были. Вот прямо стена деревянная. Деревья плотно-плотно растут. Тополя, что ли, это? Проехал 104. Да, надо бы где-нибудь покушать остановиться уже, а то, ну, есть уже охота. А то что я вот с утра, что я там, гречку поел, консерву вот эту, тушенку. Ну, потом в Арабинск заехал, йогурт с 2 булочками, вот и весь мой рацион, а уже 100 проехали. Так что не помешало бы еще покушать, конечно. А вот тут чинно-благородно все. Кубинский район, Новосибирская область. Не какая-нибудь там простая железная табличка. О, как сделали. Кстати, может и будет остановка. Какое-то село по левую сторону. На вид-то большое. В общем, сейчас подъедем. Ну, это слева Кожурла. Или Александра Невская. Направо. Александра Невская. Вот она, Кожура. Почти как Кожурла. Вернее, Кожурла почти как Кожура. Да, остановочка есть. Это замечательно. Ну, можно и покушать немного. Опять сейчас я поем. Ну, палатку буду ставить, там уже опять есть не захочется. Так что надо сейчас особо на колбасу не налегать. Гречку всю съесть и колой запить. Даже хлеба не буду есть специально, чтобы, ну, вечером аппетит был. А так неплохо, нифига. С утра поел, потом йогурта попил с булочкой и 100 сделал. И как бы даже вот реально есть особо даже и неохота. Привет, привет. Ну все, короче, кушаем. Ой, лавочка хорошая, супер. Ну вот и пора кушать. Да, прошлый вид немного отличался. Там тоже было окошко, туалет. И озеро, правда, немного побольше было. Ну, где мы там банан-то кушали. Ладно, наконец-то кушаем. Вот такую взял. Папа может сервелат финский, вареная копченая колбаса. Вот, сейчас быстренько перекусим. Приятного аппетита, время 6 часов 14 минут. Вот у меня такой сегодня поздний получился обед. Зато есть кола. Сейчас зайдет только так, на ура. Ладно, сейчас всю гречку съесть и на колбасу много не налегать. То опять вечером есть не захочу. А меня вечером ждет пюрешка. Вот она и быстрого приготовления, но она очень вкусная. Она и стоит там что-то 120 рублей. Такой видок на сортир и на болото. Что может быть лучше? Сидел, кушал на остановке, и раз подъезжает газелька. Ну, там мужиков, ну, где-то их 4-5 было. Ну, рабочие, видимо, где-то работают, ездят. Стандартные вопросы, что, куда, откуда. А так поговорили о том, о сём. Ну и еще и такие говорят:
Ты типа давай аккуратней, тут медведи ходят. Говорят, этого недавно видели, дорогу перебегали. Мишки. Ну да, мы что, мы в лесу живем. Вернее, в лесу, рядом с лесом находимся, да. Это их дом, а мы у них в гостях. Так что, ну, не хотелось бы, конечно, встречаться с Мишкой, но, тем не менее, у меня еще есть петарды. Они громкие, по сути. Мишку отогнать должны. Они стреляют, как выстрел ружья, примерно такого же грохота. У нас всю дорогу была по левой стороне железная дорога. Сейчас, значит, будет по правую сторону. Ну какая. И туда, вдаль, вообще ничего не видно. Конца не видно. Перспектива все съела. Это когда железная дорога в точку уходит. Одинокая вышка спряталась в лесу где-то. Ну, ее прямо издалека видно было, высокая. А тут кусты пошли. Да. Кусты и вода. Давненько не было так, что прямо кустов прямо много. В общем, остановился, хочу умыться в этой луже. А вода-то чистая такая прямо. Да, а то что-то заправок нету. Надо лицо сполоснуть. Новоселова налево десяточка. И клубничный троечка. И да, остановочка есть. Сейчас остановимся. Да, кстати, водой умылся. Вода, в принципе, не такая холодная, чистейшая. Но это сверху едешь, кажется, грязно. А так она довольно-таки прозрачная. Ох, какой туалет-то сделали. Ох-охо. Прямо как для царей. С дымоходом, все дела. Ну, постарались, конечно. Ну, тут это, клубничный. О, кто-то сидел на веточках. Ну что, надо, я думаю, уже закругляться. Сколько проехали? Ну, 23 градуса. 130 километров. Ну, потому что уже все, через часа два уже все темно будет. Может, через 2,5. Ну, в общем, я пока здесь, я хочу сразу переодеться, чтобы в лес нырнуть. А то где-нибудь там останавливаться возле дороги, которое место хорошее, если заметишь, на ходу все это снимать. Или прямо вот так заходить, а потом переодеваться. В общем, сделаем поумнее, переоденемся сразу. А то комары будут жрать просто немерено. Вот эту термуху они легко прокусывают. Одену штаны легкие, которые, ну и термуху. В броню оденемся заранее. Вон, мужика лопнула покрышка. Такой взрыв. Я аж на левое ухо немного оглох. Бам! И тут, вон пылюка пошла. Ну не повезло мужику. Ой, реально такой взрыв. Офигеть! Ха. Вот так взорвется, если мимо будет проезжать, так вообще мало не покажется. Это такой лесок увидел. Че, я думаю, закругляться пора. 131 проехали. 8:04. Ну, что, солнце через 2 часа сядет, даже раньше. Как раз у меня в среднем 2 часа сборы, 2 часа разборы. Замечательный лес. Отлично. Нашел березку. Сегодня с костерком будем. Палаточку. Ну, куда-нибудь сюда можно поставить. Что самое главное, тут ветер дует, да. Хотя бы не так много будет комаров, как вчера возле того озера. Походу реально такие голодные комары.
Тут такой ветер дует. И то вон они уже начинаются. Они, видимо, друг другу по рации передают. Так, мясо приехало, давай сюда все. Все сюда. Ну нет, действительно их поменьше. Хотя бы нету кустов таких. Да, хорошее место, в общем. Надо палатку ставить. Сегодня меня ждет пюрешечка. Вот это быстрого приготовления. Бизнес-ланч. Сегодня как бизнесмены будем кушать. Бизнес-ланч. Ну что, выпьем? Опа. Хорошо пошла. Да, удобно, такая же штука. Ну, чтоб не выливалось. Ну что, вкусное? Льняное масло, во. Ну, его, это, как его, я вроде говорил, его рекомендуется за полчаса до еды пить. 50 грамм примерно. Так, все, примерно. Один такой хороший глоток, 50 грамм. Все равно пока туда-сюда, и как раз полчаса и пройдет. Палатка уже готова, я уже все туда закидываю. И вот все в процессе пока. Ну, в принципе, что, все сделал. Осталось развести костерчик. Все расчистил. Пожарная безопасность превыше всего. Тут, кстати, вон что. Все мокрое. Так что, ну, не помешает, конечно. Конечно, можно ничего не чистить. Так оно вот так будет гореть. Потом прогорит там. Как бы ничего не будет. Но лучше всегда так делать. Так спокойнее, да. Тут прямо как по заказу. И дерево такое удобно сидеть. И он береста. Сухущее, сухущее. Во. Будет гореть только так. На ужин бизнес-меню. Ну реально она вкусная. Пюрешка. Все там есть, там даже куски мяса есть. Надо водички побольше. На пюрешку много воды уйдет. И на чай же еще надо. Ну, я думаю, хватит. Вот хорошая вообще лавка. Ух, хорошо. Ну, хоть реально комары не доканывают. Но они, конечно, летают. Все равно я перчатки одел. Потому что некоторые особи успевают садиться и кусать. Вон их, вон сколько лет. Хотя бы их ветер, ладно, выгоняет. Да, колесо бабахнуло, ну просто жесть. Вот жалко, что камера не была включена. Ну реально, вот когда вот просто петарду взрываешь, ну я не припомню, чтобы меня глушило прямо так. А тут прямо бубух. Аж это звон в ушах в левом ухе. И там друн. Ну это как обод по асфальту, видимо, там. Но мужику не повезло, да. Ну, бывает, это жизнь. Ладно, надо чаек подготовить тоже. Или кофеек. Я что-то даже не знаю. Как бы и то охота. А вот надо решиться, что. О, две вышки вон виднеются. Это значит, сегодня в интернете посидим. У меня как раз телефон уже на зарядке стоит. Ну, он на быстрой зарядке, что, махом заряжается. Я когда приезжаю, я сразу телефон ставлю на зарядку. А потом, когда уже ложится спать, камеру ставлю на зарядку. В общем, по очереди. Ну, хотя их одновременно можно заряжать. Ну, что ждать, проще сначала телефон зарядить. И потом уже в телефончике сидеть. А когда спать ложишься, камеру заряжать. Камера, ну, час, наверное, заряжается, может, чуть побольше даже. Телефон быстрее в разы заряжается, потому что у камеры нету быстрой зарядки.
паутину. Ничего, она какая мощная. Думаю, что это такое? От перчатки, что ли? Это паутина. Кстати, паутина это одно из самых крепких, ну, типа волокон. Если создать веревку из паутины, хотя бы с палец толщиной, из реального такой паутины, что пауки делают, ее вообще практически нереально будет разорвать. Она очень крепкая. Да, кстати, к чаю я взял вот такое печенье с темной глазурью Родина. В общем, шоколадная печенька. К чаю я вот взял вот такие печеньки с темной глазурью Родина. В общем, шоколадные печеньки. Ну что, вода уже начинает вскипать. Нужно и картошку подготовить. Даже своя ложка. Да, я никогда ее не использую. Вот прямо вот Smart Fresh. Технология сохраняет полезные свойства продукта. Цельные кусочки курицы. Ну да, тут реально курица есть. Бывает, когда дома у себя там в городе, бывает, в охотку беру такую штуку. Вкусная. Как реально, как картошка, как обычно пюре. Вот они кусочки. Мало, конечно. Ну, вот так вот. Но все равно пойдет. Тут метка есть, кстати, докуда доливать воду. Оп, до меточки. И чаек сразу же. О, как рассчитался. О, глаз алмаз, блин. Почти вся ушла вода. Сейчас колбасу еще заточим. Потом чаек. Кстати, наверное, чаек можно было попозже заливать воду. Что-то я поторопился. А то может остыть. По сути, не так-то и много дров ушло, чтобы вскипятить ковшик этот. Да, довольно-таки быстро закипает. Вот у меня еще и на завтра дровишки. Завтра, наверное, тоже буду костерчик разводить, если никаких сюрпризов в виде дождя не будет. Ну что, пюрешка набухла. Кстати, реально, вообще тут комаров почти нету. Ты, блин, вчера кушал, они в воду падают. С кофе мне нападали. Там, не знаю, штук 15, наверное, их вылавливал. В тушенку лезут, плавают. Конечно, были моменты, что я съедал комара и чувствовал вот это. Ну, неприятно, я так скажу. По вкусовым ощущениям ты это никак не чувствуешь. Но ты мозгом-то соображаешь, что это комар, и ты его съедаешь. Ну, такое себе, конечно. Нужная мысля приходит опосля. Че я колбасу да холодную буду есть? Сейчас мы ее прямо в эту пюрешечку. Хоба! Вот она сейчас разогреется тоже. Что-то я сразу не допер до этого. Ну, будет сегодня у нас шикарный ужин просто. Так как пожелать некому приятного аппетита мне, я сам себе пожелаю приятного аппетита. Ну, Данил, приятного аппетита. Ну что, попробуем, что у нас тут. Пюрешечка. О, какая куча получилась. Еще и с колбаской. Ух, прямо будет сейчас. Как в лучших ресторанах. О, еще колбаса, как котлета. Объедение просто. Да. Не думал, что я сегодня так буду по-царски кушать. Хорошо, что эту я пюрешку увидел. Ну реально, ну она сколько, 120 рублей где-то стоит, что ли? Ну оно того стоит, да. Надо себя баловать иногда. Хлеб тоже вкусный.
конечно, на ночь так не надо нажираться, но у нас физическая работа, крутить педали. Так что в нашем случае можно. День замечательный, 130 километров. Во благо ветер помогал, в спину дул. Если так ветер и будет продолжать дуть, мы до Новосибирска-то вообще за 2 дня доедем. А в Новосибирске я хотел отдохнуть пару деньков. Ну, снять квартиру, постираться. Да, город посмотреть. У меня там знакомые тоже есть, зрители есть. С ними повидаться можно. Татьяна из Новосибирска. Ну, у нее прямо YouTube канал так называется. Я ей тоже напишу, скажу то, что я подъезжаю, встречай. В столовую к ней схожу покушать. Потом еще один есть там тоже. Ну, мы с ним чисто ВКонтакте только общаемся. Тоже велосипедист. Гоняет. Ну что, в общем, все, вот так вот день прошел. Я вот еще поставил воду на углях. Пускай греется. Все-таки я еще буду чайку пить. Ну, все, больше добавить и нечего. Отличный день, солнечный. Руки сгорели, пузырями покрылись. Ну, все замечательно. Что еще сказать? Ну ладно, все, пока, до завтра.